Доброе утро, меня зовут Юлия Хлобыст, и гость сегодняшнего утра – генеральный директор лаборатории Маугри Андрей Дураков. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Напомню, что один из самых известных продуктов лаборатории Маугри – это одноименный музейный гид. Его уже приобрели более 400 музеев на территории России, и он обладатель огромного количества наград от Сколково, РВК, фонда Потанина, Бортника и других институций. Но Маугри, безусловно, не единственный продукт лаборатории, о них мы поговорим чуть позже, а пока традиционная разминка в режиме Блиц. Конечно, становятся, но когда предприниматель становится предпринимателем, можно сказать, что вот он родился как предприниматель. Бизнесу, на мой взгляд, мешает несколько вещей. Первое – это некоторая неопределенность. Бизнесы разные бывают, но в целом вот законодательная неопределенность, когда наши законодатели пытаются что-то улучшить, но иногда делают это в своей манере, и даже улучшения слишком частые, они вредят, потому что меняются правила, а бизнесу ему надо как-то более-менее в стабильной обстановке расти, развиваться. И второе – это может быть недостаточность какого-то бизнес-образования среди предпринимателей, даже незнание элементарных каких-то инструментов, которые помогут сделать бизнес более совершенным, более конкурентоспособным. Нельзя, я думаю, все-таки нарушать каких-то своих обязательств перед людьми. Пряник, потому что просто кнутом нельзя взять, собрать 1000 человек, сказать, вы все бизнесом занимаетесь, и все стали успешными предпринимателями. Нет, конечно, у каждого должна родиться какая-то вот эта идея, цель, к чему он стремится. И это и есть тот самый пряник, который двигает его прогресс вперед. Стать независимыми и заниматься теми разработками, которые нам кажутся приоритетными. В своем интервью нашему каналу год назад вы сказали, что пошли в Фонд развития интернет-инициатив не столько за инвестициями, сколько для того, чтобы научиться продавать. Потому что до этого вы занимались наукой и не занимались предпринимательством. Сейчас кем вы больше себя ощущаете? Все-таки учеными или уже предпринимателями? Я лично себя ощущаю, конечно, больше предпринимателем, хотя мне очень хочется быть ученым. И какая-то отдушина у меня есть в моей преподавательской деятельности в университете. Уже 10 лет я преподавателем являюсь. И, соответственно, те темы, которые мне интересны, я даю своим курсовикам, студентам. Вот, в частности, сейчас тема блокчейна для меня такая самая интересная. И у меня 3 студента сейчас занимаются этой темой. И таким образом мы реализуем свою научную потребность. Но, тем не менее, ваши научные интересы, а именно технология блокчейн, видимо, вылилась в новую разработку вашей лаборатории Let It Play, над которым вы сейчас работаете. Так вот, что это будет за продукт и какие данные с помощью блокчейн-платформы будут защищены? Да. Этот продукт направлен на создание аудиозеркала интернета. То есть мы верим в то, что в будущем канал восприятия информации людьми, он снова сместится в сторону аудио. Уже сейчас проводились опросы, буквально недавно, в октябре, американцев, какой канал восприятия информации они считают наиболее достоверным, откуда они узнают больше фактов. И оказалось, что таким каналом оказалось обычное радио. И мы говорим о том, что в принципе аудиоформат в том мире, в котором мы живем, он снова обретет свою популярность, когда в нем появится достаточное количество контента. Потому что визуальный канал перегружен критически. Все больше становится возможностей что-то потреблять визуально, игрушки, виртуальная реальность, телевизор, YouTube. И часов столько же у человека. А вот на аудио еще есть время. В автомобиле, в транспорте, во время занятий спортом, даже уборки по дому. Большинство информации, которую мы получаем, мы можем получить в аудиоформе. И вот блокчейн в данном случае – это экосистема, которая позволит нам создать такие условия для производителей контента, чтобы каждый новостной портал, каждый блог мог иметь возможность создавать свою аудиоверсию, и чтобы ему это было выгодно. Идеальный сценарий пользовательский для нас выглядит так. Например, я еду из дома на работу утром и говорю приложению голосом, или автомобилю прям голосом, навигационной системе говорю: расскажи мне, что произошло интересного вчера, какие новые гаджеты выходят в этом месяце и что мне посмотреть на выходных.
приложение на основе блокчейна и моих предпочтений моего профиля обрабатывает этот запрос на естественном языке и компонует мне вот эту вот индивидуальную получасовую радиоленту. И, собственно, рассказывает мне обо всем, что мне интересно. Вот это идеальный сценарий. Ну вот технически до появления блокчейна не существовало возможности защищенно и надежно хранить уникальные данные в электронной форме. Именно поэтому во всем мире до сих пор хранение документов, за хранение документов отвечают либо физические носители бумага, либо многочисленные посредники, обеспечивающие доверие к информации, нотариусы, брокеры, ну и так далее. На ваш взгляд, через какое время специалисты этих профессий исчезнут с рынка, а блокчейн-системы проникнут и в государственные сферы? Я думаю, что полностью все-таки люди не уйдут из этой сферы. Они просто преобразуют, их деятельность будет преобразована благодаря технологии блокчейн. Но вот что касается проникновения блокчейна в государственный сектор, уже сейчас идет активная работа. Ведь и президент, и множество министров, и даже госкорпорации, и не только госкорпорации говорят о том, что они экспериментируют с технологиями и пытаются это все внедрить. Я думаю, что мы в ближайшие пару лет уже увидим на себе, на практике, применение блокчейна в государственном секторе, потому что это выгодно государству, это сокращает издержки, это повышает прозрачность, это повышает надежность всей системы. Так что это обязательно будет применено. Возвращаясь к вашему проекту Let It Play, все-таки на каком этапе сейчас он находится и когда появятся, может быть, первые практические разработки? Да, сейчас мы готовим этот проект к проведению ICO и также сосредоточены на продукте самом, потому что мы считаем, что многие проекты, которые выходят на ICO только с идеей, делают не очень правильно, нужно показать свои компетенции, свои наработки технологические, и мы именно этим занимаемся. Мы сейчас тестируем несколько компонентов нашего будущего сервиса, пока централизованно, пока без блокчейна, но мы для этого и идем на ICO, чтобы привлечь ресурсы для создания децентрализованной инфраструктуры. А централизованное решение – это мобильное приложение, это веб-виджеты, это административные кабинеты для создателей контента, сервис-провайдеров, рекламодателей, они сейчас в работе. И вот даже ваш канал РБК скоро, я думаю, почувствует на себе выгоды этого продукта, и мы уже подготовили несколько материалов с сайта, которые мы озвучили и которые мы будем тестировать в веб-портале. Да, можно будет зайти на статью и не читать ее, а нажать кнопочку play на ней и, собственно, слушать и заниматься своими делами. Это тестируется сейчас на большом количестве контент-провайдеров. Ну, мы называем всех, кто делает контент-провайдерами. Ну, из крупных это вот РБК, Медуза дала свое согласие, даже Комсомольская правда, Apple Insider и всего около 30 контент-провайдеров, кто сейчас уже готов с нами работать, и их количество будет очень сильно увеличиваться. Назовите, пожалуйста, 3 принципа, которыми вы руководствуетесь в бизнесе. Ну, первое – это честность перед партнерами и клиентами. Это номер 1. Второй принцип – это ставка на наукоемкие технологичные вещи. Ну, это, так сказать, дань тому, откуда мы вышли из науки. И третье – это делать что-то реально полезное, понимать, зачем мы делаем тот или иной проект, и стремиться эту цель выполнить. Вот 3 основных принципа нашего бизнеса. Спасибо, Андрей. Я напомню, что своими бизнес-принципами сегодня делился генеральный директор лаборатории Маугри Андрей Дураков. Меня зовут Юлия Хлобыст. Оставайтесь на РБК.